Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина и с тем, что мы ожидали и что мы получили. Переходим на график. Так, здесь на графике, давайте сразу часовой глянем. На часовом Атлант шортовый, да, и пробились вниз, было вот это накопление. Пока здесь было вот это накопление на 15 минутке, долго меня здесь выбивали. Если бы еще было больше времени заниматься с графиком, да, тут можно было бы, конечно, лучше выйти, но было у нас вот этот, да, набор, вышли вверх, это у нас трендовая, помните ее, и вот как мы под нее зашли, у нас так пошел шорт приоритет, и под эту трендовую тоже просыпались мы здесь, внутренняя в этом паттерне. Из-за вот этого накопления ее можно было здесь прорисовать, и мы ушли вниз. Цель ниже находится. Дальше смотрим, как было это все дело на 15 минутке. На 15 минутке я ожидал у нас здесь выход, потому что у нас здесь было, да, трендово, чуть по-другому прорисовывалось. Здесь пробивали, думал, здесь выйдем. Нет, нас потом закинули наверх, еще раз к верхней части было перерисовано. Это у нас вот эта часть. Как раз вернулась на вот этой трендовой. Обратите внимание, на развороте цена пробивает, да, трендовую и потом уходит в другую сторону. У нас сейчас то же самое. На развороте у нас есть, да, такая трендовая, но не сильный пробой. Пробой, когда прям хороший идет, тогда потом цену разворачивают. Пробой слабый. По уровням у нас, в принципе, все уровни четко отработали. Смотрите, первый уровень. Цена пришла прям точно в него, вот он, переход сюда. Вот мы падали, коснулись, поднялись наверх, вышли наверх и потом его начали дальше продолжать сливать. То есть здесь мне понравилось, как это работало. Это у меня... Ой, я сейчас уже даже не вспомню. Это что? Или по Фибоначчи, или по уровням, по часовику, по уровням, по зонам психологических сопротивлений, поддержек, да? Или нет? Нет, значит, это по Фибоначчи было. Так, по Фибе. Следующий уровень. У нас были далее цели. Первая цель, что сюда цена придет. Ошибка между ценой, потому что вот она пришла сюда, да, и откатилась, и начался вот этот донабор. Это у нас было 16 520, а цель была 16 511, да, 511, 513. Ошибка, грубо говоря, на 10, на $7. После накопления все-таки и пошли ниже. Следующая цель была 16 423, то есть сейчас цена сюда поднимается, скорее всего, где-то здесь будет переключение на новую. Смотрим, пока 17 секунд осталось. Вот, и следующая цель, основная, которая была, это высота, то, что было рассчитано, да, высота этой структуры. Причем, если посмотреть именно по технике, то есть высота этой структуры отработала тройкой. Пришли в нижнюю часть. Вот сюда. Видите? Но если смотреть именно из вот этого накопления, смотрите, как красиво получилось. Почти получилось. Ну-ка. Да. То есть у нас цена мало того, что почти, да, дошла до своего нужного уровня, я думаю, мы сюда еще придем, так и временной отрезок, именно по времени, наклон основания фигуры и уровни соприкосновения, да, выход из этой фигуры, выход получается, и трендовые соприкосновения, где соприкасаются,
то получается у нас временной этот интервал, он прям четко тоже себя показал, цена пробивалась и потом ушла вниз. Этот момент тоже хорошо можно было просмотреть. Нужно такую ситуацию, как говорится, намотать на ус, чтобы в дальнейшем этим воспользоваться. Или пользоваться, если не будешь забывать. Далее, что еще? У нас еще была вот эта трендовая, да, к которой мы здесь возвращались. Ну и было предположение, что цена сюда придет. Цена сюда пришла. Основной уровень, который я ожидаю, это 78 по Фибоначчи. Там я буду закрывать, если, конечно, цена сейчас назад не отвернется, не уйдет опять наверх. Но вот эти позиции, которые отсюда были, набирались в шорт на уровнях 16100, 16 тысяч, где-то в этой области, буду закрывать. Это чтобы видно было нам здесь. Так. Опять на графике все было красиво расставлено. Вы все видели, то есть и шорт приоритет, уровень, лонг приоритет от этого же самого уровня. Далее мы на Америке. Сейчас у нас идет американская сессия торговая перед Китаем. И, как всегда, отработка. Скорее всего, как это часто бывает, Китай подхватывает это направление и продолжает поход. Так, Китай. По новостному. Сейчас, секундочку. Да, пускай здесь остается. Так, базовая кредитная ставка по Китаю. Вот, кстати, будет кредитная ставка. Сейчас посмотрим. И из новости. Индекс делового климата по Германии, да, он у нас ушел в положительную сторону. И, как и ожидалось, если евро будет расти, соответственно, там доллар, это все дело будет укрепляться. Так оно и получилось. На этой новости оно укрепилось. Сейчас покажу на графике. Так. Как это делается? Да. В Telegram в открытую группу закинул. Так, вот оно, получается, расписал. Вот эта новость. Как она отработала, да, и после этого то, что я говорил про биткоин, то, что он будет снижаться, на выходе себе, так, Атлант на выходе себя хорошо показал, то есть тоже как раз после новости, накопления, Атлант указывает на шорт, цена возвращается, и все, и поехали вниз. И потом как раз здесь и получался пробой, то есть что нам и нужно было. КПРГ его еще, Скотт. Ну, потому что у меня прям позиция закрылась хорошо. Так, это надо будет в группу тоже все закину. А я его не могу сюда взять, да? Так, что у нас еще? В группе, в закрытой группе писал про новостной Андрюша с шортами. О, сейчас ты в хорошем плюсе, молодец. Так. Маск решил тряхнуть рынки. Так, а там с Теслой что-то опять. Так, где моя новость? Вот, по-хорошему. Вот, новость по деловому климату, да. То есть предыдущая 8,6, прогноз 87,4, да, и по факту 88, то есть хороший плюс вышло. И как я это прописал, да, по-хорошему это положительно повлияет на фиат, то есть на
бумажке, да, но отрицательно, а значит для меня положительно повлияет на биткоин. Ну, то есть отрицательно биткоин для меня положительно, так как я ждал то, что мы пойдем вниз, что, соответственно, оно и направило рынок дальше. Ну и после чего это подкрепилось Атлантом, да, выход из фигуры и пошли вниз. В общем, вот так это все дело отработало. Так, по горячей карте внизу нас, ну что ты придешь, внизу нас ждут на 16:00. Следующий ход это уровень 78% по Фибоначчи. То есть пока 16:100 ожидание, следующее, выход. Но опять же, тут смотрите, у нас старая трендовая была. Касание здесь. И цена четко коснулась вот в этом месте. Видите, да? У нас вот касание, здесь касание. И пришла цена сюда. Мы находимся сейчас под большим объемом. Зашла цена. То есть вероятность. Сейчас нужно смотреть, что будет. Опять же, сразу в позицию. Прямо отсюда лучше не запрыгивать. Если вы еще не в позиции с нами, то в позицию сейчас лучше не запрыгивать. Опять ждать какое-то накопление и дальше уже из накопления выходить. Нужно смотреть, куда пойдет цена. Нужно, в общем, смотреть, куда пойдет цена, потому что сейчас отсюда могут и откупить обратно, и выйти наверх даже. Даже и такое может быть. Но пока мы под вот этим блоком находимся, больше, конечно, шорт приоритет и продолжение движения у нас есть куда падать в район вот сюда, куда-то в эту область. Это у нас $15 000 за биткоин. Как раз у нас вот трендовая проходит сюда, вот где-то на январь, декабрь, январь, под конец декабря, начало января. И все готовится к тету. Тет, китайский Новый год, это в феврале, да, где-то он будет, январь-февраль, в конце января, февраля. И мне кажется, китайцы сейчас, увидев это, тоже могут хорошо слить. В общем, сейчас посмотрим. Подписываемся к нам в телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. Торгуем мы на графике, торгуем мы на TradingView. Это очень удобная площадка для торговли, как платформа, да, как MetaTrader 4 раньше были, 5. Здесь удобно открывать позиции, это шорт позиция, это лонг открытие. Ну, соответственно, вам нужно подключить брокера, это биржу. Я подключил биржу BingX. Приложение TradingView скачать, именно приложение, вы зарегистрироваться можете по моей ссылке. Я их сейчас ниже скину. Или зайдите ко мне в телеграм-канал, там эти ссылочки будут в закрепах. То есть телеграм-канал, тут закрепы. Ну, я обычно под видео еще прикрепляю. И вот закреп нажимаете, вот он здесь вот, торгую на бирже BingX. Как работать по Атланту? Накопление, вход по Атланту, тейк, плюс высота паттерна, ну и остальные тейки по важным уровням. Изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Это обязательно на бирже BingX. Поставить изолированную маржинальную торговлю и работать на стандартных фьючерсах. Мы когда на рынке торгуем, на TradingView, он по умолчанию торгует на стандартных фьючерсах. Это для того, чтобы вы могли по отдельности каждую позицию открывать по отдельности. То есть открыли на $100, еще одну позицию дальше открыли на $100, следующую открыли опять на $100, и они каждая по отдельности. Получается, если рынок разворачивается, у вас позиция закроется, ну, если ликвидация одной позиции, это будет минус $100 только. Но если вы выходите в плюс, то у вас там плюс тот, который вы сами себе позволяете. Например, я вот сейчас закрыл свою позицию одну, у меня там 400%. Вот она. Позиция была открыта.
16800. Где она? Вот еще отсюда она у меня сидела, эта позиция. Вот отсюда. И не одна, еще несколько позиций открыто. И она ушла в плюс. И одну часть закрыли. Так. В общем, подписываемся, конечно, в телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Торгую я через терминал TradingView на бирже BingX. Подключить очень легко. Внизу здесь торговая панель, ее нажимаем. И здесь различные биржи. Если вы ее не видите, вот она у нас. Кстати, у него самый большой рейтинг 4,73. Binance появился, кстати. Если вы это не видите, вот здесь есть все брокеры, или вот здесь внизу троеточие, нажимаете и добавляете в избранное себе те биржи, которые вы бы хотели видеть. На Binance торговать не рекомендую. У них очень сильно скачет ценник. Почему мне нравится биржа BingX? У них цена вот здесь. То есть встал я здесь в позицию в шорт. Держу. Поставил стоп-лосс сюда. На Binance ваш стоп выбит, идут вниз. На Бинге не выбивают. А у них идет честная цена. Этим мне и нравится торговля на Бинге. Даже вот здесь, когда вот этот подъем пошел небольшой, на некоторых биржах у людей, кто подтянул стопы, им выбили стопы и пошли вниз. Вот скорее всего. Ну-ка, вот даже сейчас глянуть этот выход. 16645. Давайте Binance откроем. 16645 на 15 минутке, да? Ну, почти одинаково. 600. Ну, вот здесь вот почти одинаково они сходили тоже. 16800, да, красиво, ребят, уровень отработала. Это моя область накопления была прошлая. Но когда мы зашли ниже, за 17600, да, были более шорт приоритеты. И дальше уровни тоже есть куда лететь. Так. Кстати, когда вы работаете с нашим графиком по Атланту, да, вы работаете, все, у вас не только биткоин можно посмотреть. У вас с правой стороны вот здесь инструменты. На любой 2 раза нажимаете. То есть, смотрите, сейчас. Вот у нас 4 графика. Дневной, 4-часовой, часовой, 15-минутный. Каждый из них можете открыть, расширить вот так на полный, да. Здесь блоки поддержек, сопротивление, психологические уровни. Вот цена сейчас как раз сюда пришла, откатилась пока. При пробитии этого, да, там ниже лететь. Чтобы открыть на полный экран, да, можно нажать на квадрат или там Command Enter или Command Tab нажать, оно открывает. Так, на полный экран. Если нам нужно, например, индекс относительной силы доллара, да, мы 2 раза на него клацаем, он меняет у нас на всех графиках, смотрите. Если 1 раз, то только на 15 минутке, если 2 раза, то везде поменяет. То есть вот я нажал, видите, да, дневка поменялась, 4-часовой, часовой, 15 минут. И что мы видим? Тоже двигаемся в таком канале вниз. Индекс относительной силы доллара. Сейчас где-то здесь будет отскок и проход вниз. Как раз отскок, поглощение и вниз пойдет. Биткоин может подрасти. Кстати, у нас тут есть такой вариант. Ладно, подписываемся к нам в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Всем удачи, спасибо за внимание, пока.